Кипр не только чудное место отдыха, но и место обитания множества удивительных рыб и животных. Этот фильм не только поясняет их название, но и место встречи с ними. Начнем с самых быстрых хищников семейства скумбриевых, куда также входят тунцы, макрели и бонита. Скумбрии атлантические. Поражают своей скоростью передвижения. Эти серебристые торпеды лишь на пару секунд появляются перед вами из ниоткуда, чтобы потом снова исчезнуть в бесконечной синеве моря. Тунец малый. Наблюдал однажды, как метровая рыба-флейта пыталась изо всех сил плыть между двух тунцов. Ее хватило лишь на метров 20. Обессилев, сошла с дистанции. Синий трахинот или пампана. Семейство ставридовых. Любит охотиться у самой поверхности воды. Стаи трахинотов на охоте. Вот пампаны нашли стаю мальков, и началась атака снизу, чтобы отрезать их от спасительных укрытий на дне. Вода в этом месте вскипает от множества упрыгивающих рыб. Уцелевшие ищут спасение в камнях. Сериола или амберджек. Ставридовые. Эта рыба явно из спецназа. Темная камуфляжная полоса косо проходит через оба глаза. На охоту предпочитают выходить парами. Подрастающие особи забиваются в стаи. Каранксы. Ставридовые. Желтохвостые креветковые каранксы – это иммигранты из Красного моря. С 1869 года начал работать Суэцкий канал, который соединил Красное море со Средиземным. Множество разных рыб благодаря этому поселилось в водах Кипра, в том числе и этот желтохвостый каранкс. Более крупные каранксы немного другого вида. Сарган. Серебристые ленточки с острыми носами. Одна из рыб где-то получила повреждение у хвоста. Желтохвостая барракуда. Еще только начали подрастать, а уже такие резкие. Рыба-флейта. Ты видишь суслика? Нет. А он есть. Рыба-флейта применяет камуфляж. Еще один суслик. Это, убегая от меня, чуть не впилилась в камень. Потом мы подружились. Такая грациозная.
Передние плавники работают словно крылья стрекозы. Мурена европейская по имени Елена. Только не надо всех Елен называть муренами. Вырастает до метра. При виде человека делает ноги, или поскольку ног у нее нет, удирает. Симпатяшка. А это фиолетовая. У меня также есть видео с оранжевой муреной, но я не буду досаждать почтеннейшей публике одними муренами. Конечно, палец в рот ей лучше не класть. Очень часто с муренами видел каменного окуня зебру. И, видимо, есть у них какие-то общие интересы. Сумрачный или, может, смуглый группер. Часто у рыб нет русских названий, это просто перевод английских или латинских имен. Очень пуглив. Крапчатый группер. Видел всего один раз на полуострове Акамос. Ёршик малый, красная скорпена. Примостился в расщелине. Толосома павлиния. Толосома переводится с греческого как «тело цвета моря». Вообще-то она не совсем хищник, но у нас есть неопровержимые доказательства. Игра с мальками в игру «А ну-ка отними» может плохо для них закончиться, но это их, видимо, немало не смущает. Еще одна немного другой раскраски. Кальмары. Нападают они щупальцами вперед, а удирают, естественно, щупальцами назад. Так быстрее. Днем близко не подпускают. Ночью попроще. Кальмар прочесывает свои охотничьи угодья в поисках добычи. А сейчас вы увидите нападение кальмара на человека. Ну, не совсем на человека, а скорее на его экшн-камеру. Остальные рыбы. У берегов Кипра обитает два вида сиганов: струйчатый или мраморный, и смуглый. Оба выходцы из Красного моря. Имеют ядовитые плавники. Укол не смертелен, но тоже ничего хорошего. Пару дней будет болеть. Это кормятся струйчатые сиганы, один из самых многочисленных видов на Кипре. Часто образуют смешанные стаи с другими рыбами. Здесь можно наблюдать, как мирно уживаются барабульки, морские караси и сиганы. А теперь внимательно смотрите, как мраморный сиган-коммунист за пару секунд становится белым, пушистым либералом. Теперь вы понимаете, почему английское название этой рыбы переводится как мраморный, а латинское как струйчатый.
Сиган смуглый и гораздо меньше, имеет на спине до средней линии две темные полоски. Вот он. Встреча двух смуглых сиганов. Сальпы образуют гигантские стаи. Имеет характерные темные полоски на теле. Сальпы кормятся. Часто образуют смешанные косяки. Рыбы-ласточки-монашки. Их также можно встретить повсюду. Морские караси. Их несколько видов. Имеют характерный легко узнаваемый силуэт. Это ласкирь. Зубарь. Еще один вид карасей. А этот называется карась вульгарный. Не подумайте плохого. Вульгарный переводится с латинского как обыкновенный или обычный. Пытается удержаться на холме, сопротивляясь движению воды. Землерой атлантический или мармир. Иногда можно встретить отдельных особей в стаях сальп и сиганов. Но он, конечно, также образует свои стаи. Барабульки. Рыбы, у которых есть усики. Причем они ими активно пользуются, разрыхляют песок в поисках живности. За ними обычно следует несколько мелких рыбешек, подбирая остатки трапезы. Это барабулька-мигрант из Красного моря. А это местная барабулька. Лора средиземноморская. Относится к рыбам-попугаям. Самцы скромного синего цвета. Самочки же ярко раскрашены. Ну все прям как у людей. Активно кормятся. Самец лоры в окружении двух видов сиганов – мраморного и смуглого. Женский клуб. Кефаль. Решил излечить ранку на боку под защитой камней.
Я видел ее, когда она еще была в стае. Подростки. Смариды. Серебристые рыбешки с точкой посередине. Губан. Что-то типа зеленушки. Скат-хвостокол. С таким лучше не связываться. Имеет шип на хвосте. Усердно лопатит песок. Салия или морской язык. Как говорил Карлсон, маленькое, но симпатичное привидение с глазами. Смуглый большеглаз. Похож на топор. Ночной житель. Днем прячется в тени камней. Стайная рыба. Рыба-белка. Тоже ночной житель, но в отличие от большеглаза, держится поодиночке. Иглобрюх или скалозуб. Японцы называют рыба-фугу. На Гавайях просто рыба-смерть. Съесть можно один раз в жизни. Очень ядовит. Противоядия нет. Это я акула бородатая. Рыба-акулья присоска или прилипала. Приняла меня за акулу и присосалась к ноге. Значит, я акула. А если у меня есть борода, значит акула бородатая. Всякая всячина. Крабы-паучки. Думают, они сбежать ли? А этот и не думает убегать. У него другие интересы. Мечет за обе щеки. Как в мультике про Джина. Какой такой павлин, мавлин, не видишь, мы кушаем. У нас вообще обед. Обычный крабик удрал от меня на сушу. Слева ползет гусеница. Еж под скелетом ежа, момента мора. Помни о смерти. Еще один, но уже без скелета. А этот, наверное, сбегал в парикмахерскую и покрасился в красно-коричневый. Гусеница – занятное создание, но в руки лучше не брать. Браконьер ловит рыбу сеткой на пляже в Протарасе. Кактус, он и в Африке кактус. Конец.